прошел почти месяц после уничтожения нечатки средством Фоденланген-Вердихтер. Вот так в данный момент выглядит мой пруд. Нечатка за это время все-таки немножко проросла, есть чуть-чуть. Я потом камеру под воду засуну, посмотрим. 3 года назад ее вообще у меня не было. Фильтр работал все это время. Обратите внимание, как покрылись нечаткой камни. Такого никогда не было. Бороться с нечаткой бесполезно. Нужно выявить причину его возникновения. Я нашел причину. Тесты воды в пруду в данный момент в идеале. Нитраты, фосфаты по нулям, жесткость 5 градусов, нитриты, нитраты 0. Идеальные условия для жизни рыб, даже их размножения. Потому что растения и нечатка выявили все фосфаты и нитраты из воды. Но растения берут подкормку из грунта. Нечатка этого сделать не может. Также ряска. Как я их закинул, так она и тормознулась. Потому что в воде нету питательных веществ. Это очень хорошо. Но дело в том, что у меня испарилось примерно вот за месяц. Видите, да, берега немножко голые. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. То есть сейчас мне, по идее, надо долить примерно литров 100, может быть 200 воды. Вот. И я проверил качество водопроводной воды, которую я заливаю в пруд. Итак, водичка водопроводная, ту, которую мы пьем, из которой готовим еду, той, которую мы чистим зубы. Другой здесь просто нет. Так, жесткость воды. Тест на KH 8 градусов немецких. Это очень хороший показатель. В принципе, он ни на что не влияет. На рост водорослей он никак не влияет. Фосфаты. Я почему-то думал, что они всему виной. Нет, фосфаты 0. Дальше смотрим. Аммиак, аммоний 0. В принципе, так и должно быть. Нитрит 0. Нитраты. Вот нитраты, друзья, я немножко подофигел. Сейчас я на солнышко выйду. Смотрим. 160 мг на литр. Последняя шкала. Пускай даже будет 100 мг на литр. Это очень много. Если даже я воду буду отстаивать в течение месяца с таким показателем нитратов и запущу туда рыбу, она через неделю сдохнет 100%. Неончики, допустим, аквариумная рыбка, для нее предельно допустимая концентрация 40 мг на литр. У детей эти нитраты из организма не выводятся. То есть фактически воду эту вообще пить нельзя. Кипячение воды нитраты не устраняют. Поэтому я не знаю, как быть, чтобы заниматься в таком районе аквариумистикой либо прудом. Но аквариум, понятно, можно поставить обратный осмос, бутилированную воду можно покупать. Как быть с прудом? Вода все-таки испаряется, и после затяжных дождей очень сильно падает жесткость воды. То есть вода получается практически дистиллированная. Рыбам тяжело в ней дышать. И никакое биоплата не поможет в этом случае. Сколько бы там растений не было, какой бы длинная биоплата не было, все равно нитраты дойдут до пруда. И нечатке нужна микроскопическая доза, чтобы тронуться в рост. Какой вывод можно сделать? Перед тем, как бороться с нечаткой, нужно сначала в первую очередь определить причину ее роста. Это, скорее всего, фосфаты и нитраты. Другого, третьего не дано. Либо начали поля наши чем-то активно удобрять, таким, что это все сливается в больших дозах в недра земли, попадает в скважину. Либо просто там никакая не скважина. Обычно 10-метровая яма с лужей, в которой аммиак активно перерабатывается в нитраты. Друзья, вот еще один пример. Бак для сбора воды для полива. Теща воду наливает в водопроводную. Видите, что творится? Здесь полно нечатки. Я здесь сделал тест воды, также нитратов 0. То есть нечатка все съела. Можно, конечно, этот бак вкопать около пруда и таким способом фильтровать воду от нитратов. Но это будет неэстетично, и, во-вторых, мне никто его не отдаст. Это под полив огорода. Нитратов 0. Соответственно, вывод какой делаем, что нечатка также является отличным биофильтром, устраняет все нитраты и фосфаты в воде, но при условии, что это все будет на солнышке происходить. А сейчас этой водой я сделаю долив в свой пруд. Здесь он находится на возвышенности. Пруд находится вон там.
в низине. И сейчас обратным током я сделаю подлив воды в пруд. Вот такой способ не очень удобный, потому что летом будут поливать огород, а я, получается, всю эту воду буду в пруд выкачивать. Поэтому это временно. Сейчас уже через 2 дня сентябрь, поэтому уже все, что надо, все выросло. По сути, эта вода более пригодна в пищу, чем водопроводная. Еще раз напомню, нитраты кипячением не выводятся. Только специальные фильтра, либо вот такие биологические фильтры. Лучшее средство для удаления нечатки, это я уже испытал на себе, порошок, который я использовал в предыдущем видео. То есть здесь, если я сейчас порошком посыплю, хотя здесь я могу так выгребсти, здесь больше она расти не будет точно. Здесь ничего никогда не будет расти. Остался еще кусок большой вот такого баннера. Баннер, как известно, воду не пропускают. Некоторые используют ее вместо пленки, специальный ПВХ для пруда. Вот. Мы возьмем этот баннер, выкапываем здесь яму глубиной примерно метр, прудик рядом, мелководье по кругу обязательно, облагораживаем камнями, засаживаем растениями, и туда даже можно нечатку посадить, потому что, как мы видим, она отличный фильтр для нитратов и фосфатов. Нам здесь красота не нужна. И по мере испарения воды из пруда доливать ее будем отсюда туда. И вот здесь солнышко, нечатка и растения будут отлично себя чувствовать. Здесь по краям тоже немножко она растет, вот именно на мелководье. На дне ее нет. Как только уровень нитратов в том прудике опустится до нуля, насосом воду буду перекачивать сюда для долива либо замены. После чего нечатка не будет долгое время получать каких-либо питательных веществ. Она остановится в росте, и потом я ее окончательно добью вот этим средством. Так что если у кого-то есть нечатка, либо другие водоросли, делайте тест воды. Тест на фосфаты у меня от компании Нилпа. Стоит он недорого, в районе 200 рублей, может быть 250. Неплохие тесты. Для пруда они самое то. Для нитратов у меня более чувствительный тест от компании IP, американская компания. Вот он такой, он затертый весь. Отличные тесты, очень чувствительные. Даже микроскопическую концентрацию нитратов они улавливают. Поэтому я пользуюсь такими. А так можно также купить тест на нитраты компании Нилпа. Вот, у меня на этом все. Причину я понял. И в следующем видео начну выкапывать яму. Чтобы сэкономить время, может быть, я сюда даже приобрету и вкопаю пластиковый прудик. Ну, копать все вам придется. Процедура эта не очень приятная. Поэтому в следующем видео я вам все покажу.